Всем огромный привет! Наверное, у каждого из нас есть такие полотенца, которыми уже и пользоваться стыдно, вот, например, как этим. Но и выбросить мне его жалко. Я нашла способ, как я буду использовать эти полотенца с толком, чтобы они мне еще прослужили какое-то время. Для моей идеи мне понадобится два больших банных полотенца и одно полотенце для лица. Для изготовления этого коврика не стоит брать полотенце с толстым или высоким ворсом. Это затруднит дальнейшую работу. Первым делом я избавляюсь от окантовочного края у полотенец по всему периметру. Также мне нужно вырезать широкую декоративную тесьму, которая идет по краю полотенец. Узкую махровую часть, которая остается с края, я не выбрасываю, она мне еще пригодится. Полотенце, которое я буду использовать как основание для своего коврика, у меня довольно-таки уже изношенное и деформировалось значительно. Видите, середина растянулась, края, наоборот, стянулись. Вот здесь особенно заметно. Мне же нужна ровная поверхность, поэтому я от тех деформирующих элементов избавляюсь и обрезаю полотенце по периметру здесь и вот здесь по краю. И вот здесь, соответственно. Мои полотенца изначально были с довольно редким ворсом, а еще со временем хорошенько поистрепались, поэтому работать с такими полотнами легко. Итого у меня получился кусок ткани размером 65 на 46 сантиметров. Края полотенца основания, конечно же, не оставляю необработанными. И сначала обрабатываю края стандартным зигзагом. Затем подворачиваю край и притачиваю прямой строчкой. Делаю таким образом вместо стандартного двойного подворота, чтобы не утолщать край полотенца. После подрубки полотенца я отпарила, и оно немного потянулось, и осталось в таких же размерах 65 на 46 сантиметров. 65 сантиметров очень хорошо делится на 5, поэтому из тех банных полотенец мне нужно нарезать кусочки шириной по 5 сантиметров. Но чтобы рационально использовать банное полотенце, мне сначала нужно определиться, сколько мне нужно этих полосок. Закручиваю трубочкой одну сторону полоски до необходимой мне толщины, совершенно здесь на глаз. Отмечаю мелом, это будет у меня середина. Разворачиваю, измеряю, у меня получилось 4 сантиметра. Значит, прибавляем еще 4 сантиметра, и мне нужны прямоугольники размером 8 на 5 сантиметров. Края полученного прямоугольника я сворачиваю друг к другу навстречу, получаю вот такую вот фигуру, закрепляю ее иголочками к основанию. У меня получается, что моя фигура заняла площадь на основании размером 2 на 5 сантиметров. Получается, что у меня на площади моего основания занято всего лишь 10 сантиметров квадратных площади. Всего у меня площадь получается 2 990 квадратных сантиметров, делю на 10 и получаю необходимое количество мне деталей. 299 мне необходимо вот таких вот деталек. Но это, конечно, немало. Можно, конечно, уменьшить количество деталей и облегчить себе работу, увеличив длину этой детальки. Например, каких-нибудь там 8-10 сантиметров. Тогда край этого полотенца придется в конечном итоге немножко обрезать и подвернуть. Ну, ничего страшного. Я же, наверное, остановлюсь на 5 сантиметрах. И так как у меня детали верха разных цветов, значит, мне нужно 150 оранжевых деталей и 150 красных деталей.
Нарезаю банное полотенце по длинной стороне на 5-сантиметровые полоски. И из каждой полоски у меня получится ровно 13 деталей. Ну, итого у меня получилось 12 длинных полосок из одного полотенца, ну, за исключением тех краев, которые я обрезала за широкой тесьмой декоративной в самом начале еще, когда обрезала. Итого из этого количества полосок у меня получится 156 деталей, а мне нужно 150. То есть я уложилась тютелька в тютельку, экономии у меня не получилось. И таким же образом нарезаю оранжевое полотенце. И прежде чем разрезать полоски на детальки, то есть на прямоугольничке 5 на 8 сантиметров, мне нужно обработать эту полоску зигзагом по всему периметру. Нарезаю полоски на детальки. Разрезанные же короткие края обработки не требуют. На каждой детальке я нахожу середину и отмечаю ее мелом. Хоть эти действия и достаточно монотонные, и время затратные, но отмеченная середина позволит мне получить равномерную скрутку с двух сторон. И вот мои два банных полотенца превратились в вот такие вот стройные ряды квадратиков. Работа, конечно, с ними была довольно-таки кропотливой, но зато успокаивающей. Как я говорила раньше, у меня каждая деталька будет занимать на полотенце основание площадь размером 2 на 5 сантиметров. И для того, чтобы рисунок на моем коврике получился симметричным, я по короткой стороне делаю отметки мелом через 2 сантиметра, а по длинной стороне через 5 сантиметров. Начинаю формировать поверхность коврика. Закручиваю одну часть детали к середине, фиксирую ее иголочкой, затем закручиваю второй конец детали навстречу первому. Переношу деталь на отмеченное место и надежно фиксирую ее иголками. Накалываю детали в шахматном порядке. Первый ряд начинаю с красных деталей, второй с оранжевых. Теперь мне нужно притачать на швейной машинке детальки к основанию. Для этого я сейчас проложу строчку по середине деталей. Прошиваю медленно и аккуратно, помогая машинке проталкивать ткань вручную. Коврик получается довольно толстым. Вот поэтому, как я и говорила раньше, для такого изделия не подходят слишком толстые или, допустим, новые полотенца. И вот такая пестрая красота у меня получается. Перед первым использованием коврик необходимо хорошенько отряхнуть от остатков нитей, а для того, чтобы он смотрелся более объемнее, я его взъерошиваю руками.
По-моему, это прекрасная идея утилизации старых полотенец. Теперь они прослужат мне еще какое-то время и не будут занимать попусту место на полке в шкафу. Использовать этот коврик я планирую в ванной комнате. И большим преимуществом этого изделия является то, что оно полностью состоит из хлопка и будет прекрасно впитывать в себя влагу после водных процедур. Друзья, подписывайтесь на наш канал, если вы еще не с нами. Не забывайте оценивать видео, ваши эмоции помогают каналу развиваться. Всем творческих идей и до новых встреч!